Последние часы смены всегда были самыми тяжелыми, не потому что много работы, наоборот, потому что время начинало тянуться как старая жвачка, и каждый шаг отдавался в теле тупой болью. Ваня вышел со склада, когда небо только-только начало сереть. Утро еще не наступило, но ночь уже отступала, усталая, потрепанная, как он сам. Воздух был холодным и влажным, пах асфальтом и металлом. Он не любил это время суток. Слишком честное. В нем нельзя спрятаться за шумом, за людьми, за делами. Остаешься один. Со своими мыслями, которые днем удается заглушить. Он шел пешком, хотя мог бы поехать на автобусе. Хотелось пройтись. Хотелось хоть как-то почувствовать, что он живой, а не просто функция на работе. Промзона встречала его привычной пустотой. Заборы, облупившаяся краска, ржавые ворота. Здесь всегда было ощущение, будто время остановилось лет 10 назад и так и не решило, стоит ли двигаться дальше. Ваня уже почти прошел этот участок, когда услышал звук. Он не был громким, скорее неправильным. Такой звук не вписывается в утреннюю тишину. Он цепляется за слух, как заусенец за кожу. Сначала ты не понимаешь, что именно не так, но внутри уже что-то сжимается. Ваня сделал еще пару шагов, потом остановился. «Показалось», – пробормотал он. И в этот момент стон повторился. Тихий, хриплый, живой. Он повернул голову и увидел канаву. Обычную, Кейтис, грязную, заваленную мусором. Место, куда не смотрят. Место, куда выбрасывают то, что больше не нужно. Ваня подошел ближе и заглянул вниз. Сначала он увидел глаза. Они смотрели прямо на него, мутные, но цепкие. Глаза существа, которое еще здесь, но уже очень близко к границе. Собака лежала на боку. Рыжая шерсть была спутанной, влажной, слипшейся. Она почти не двигалась, только грудь поднималась неровно, будто каждый вдох давался с усилием. А потом взгляд Вани упал ниже. И мир будто сжался в одну точку. Ржавая проволока, грубо намотанная вокруг морды. Там, где должна быть пасть, металл, кровь, воспаленная кожа. Проволока въелась так глубоко, что казалась частью тела. Ваня резко отвернулся, но тут же заставил себя посмотреть снова. «Кто?» – прошептал он и осекся. Слова были лишними. Он опустился на колени. Колени сразу промокли, но он этого даже не заметил. Все внимание ушло туда, вниз, к живому существу, которому сейчас было больнее, чем он мог представить. Собака дернулась, попыталась зарычать, получился лишь слабый сорванный звук. После него она застонала, так тихо, что этот стон больше походил на выдох. «Тихо», — сказал Ваня, поднимая руки. «Тихо, я не причиню боль». Он сам не знал, почему говорит именно это. Может, потому что слишком часто в жизни слышал обратное. Не словами, а поступками. Собака дрожала, не агрессивно, не яростно. Это была дрожь ожидания. Как будто она знала, сейчас будет хуже. Сейчас опять сделают больно. И от этого Ване стало по-настоящему страшно. Он снял перчатки и положил их рядом. Медленно, демонстративно. «Видишь?» – тихо сказал он. «Я ничего не делаю». Он боялся дышать слишком громко, боялся шевельнуться, боялся, что одним неловким движением все испортит. В голове мелькали мысли, бесполезные, панические. Кто это сделал? Зачем? Почему никто не помог раньше? Но главная мысль была другой. Если я сейчас уйду, она умрет. Руки дрожали. Он сжал их в кулаки, чтобы унять дрожь. Телефон выскользнул из пальцев и упал в грязь. Ваня выругался шепотом, поднял его, вытер о куртку. «Только ответьте», – пробормотал он, набирая номер. «Приют «Второй шанс», – раздался голос. Ваня вдохнул так глубоко, что закружилась голова. «Меня зовут Ваня», – сказал он. Я нашел собаку. Ей очень плохо. Проволока на морде. Она почти не дышит. Пауза. «Где вы находитесь?» – спросили спокойно, без лишних эмоций. Он назвал адрес, снова посмотрел на собаку. «Пожалуйста, быстрее». «Мы едем», – ответили.
Не уходите. Ожидание было мучительным. Каждая минута казалась слишком длинной. Ваня говорил обо всем и ни о чем. Просто чтобы звук его голоса не давал тишине задавить это место окончательно. «Ты держись, ладно?» – шептал он. «Я здесь, я не уйду». Собака иногда открывала глаза, иногда закрывала. Каждый раз Ваня пугался, что это последний. Когда наконец подъехала машина, он выдохнул так резко, будто до этого не дышал вовсе. Лера вышла быстро, без суеты, но и без промедлений. «Покажи», — сказала она. Она присела рядом, оценила ситуацию одним взглядом. «Ты правильно сделал, что не полез сам», — сказала она Ване. «Тут нужна клиника». Сетку развернули медленно. Собака попыталась отползти и не смогла. Потом вдруг замерла и поползла к ним сама. «Смотри», – тихо сказала Лера. «Он выбирает». «Он?» – переспросил Ваня, сам удивившись. «Он. И он хочет жить». В клинике было светло до рези в глазах. Запах антисептика перебивал все остальное. Ветеринар молча работал кусачками. Проволока поддавалась не сразу. Каждый щелчок отзывался в Ване внутри, будто ломали что-то живое. «Всё», — сказал врач наконец. «Самое страшное позади». Собака дышала. Слабо, но ровнее. «Назовем его Рокки», — сказал кто-то. «За упрямство. Ваня остался». Он сидел рядом с клеткой, не зная зачем, просто не мог уйти. Говорил тихо, почти себе. «Знаешь, у меня тоже иногда чувство, будто меня связали. Только не проволокой». Рокки лежал спокойно. И впервые за долгое время Ваня почувствовал, что он не один. Видео появилось у Милы в ленте поздно вечером. Она листала его машинально. Короткие ролики, чужие жизни, быстрые улыбки, рецепты, советы, шум. Все сливалось в одно, и она почти уже собиралась отложить телефон, когда палец сам собой остановился. Кадр был не идеальным, снятым на старый телефон, немного трясущимся. На полу приюта лежала рыжая собака. Большая, неухоженная, с заметными шрамами на морде. Рядом маленький черный кот, сжавшийся в комок. Его трясло, он дышал быстро, поверхностно. Рыжий пес просто лежал рядом, не касался, не нависал, дышал. Через несколько секунд кот перестал дрожать. Мила поймала себя на том, что задержала дыхание. Она пересмотрела видео еще раз, потом еще. «Это эффект внушения», — сказала она вслух, привычно, профессионально. Совпадение. Но внутри что-то не соглашалось. Мила слишком хорошо знала, как выглядит тревога. Она работала с ней каждый день, в словах, в телах, в молчании между фразами. Люди приходили к ней, потому что внутри у них было слишком громко. И сейчас она видела не фокус, она видела присутствие. На следующее утро Мила написала по адресу приюта. Приют встретил ее запахом лекарств, шерсти, влажного пола, запахом жизни, которая держится изо всех сил. «Вы за Рыжиком?» – спросила девушка на входе. «Его зовут Рыжик?» – уточнила Мила. «Вообще Рокки?» – улыбнулась та. «Но Рыжик ему больше подходит». Рокки сидел у вольера, не лаял, не метался. Он просто смотрел, и этот взгляд не был ни просящим, ни настороженным. В нем не было вопроса, возьмешь или нет. В нем было принятие. Мила присела на корточки, не протянула руку, просто осталась рядом. «Здравствуй», — сказала она тихо. Рокки подошел сам, коснулся ее колена носом, осторожно, почти извиняясь. И в этот момент у Милы сжалось горло. Ее тело отреагировало раньше разума. Дыхание стало глубже, плечи опустились. Как будто рядом с этим псом можно было разрешить себе быть слабой. «Он так со всеми?» – спросила она у Леры. «Нет», – покачала головой та. «Только если чувствует, что можно». Она приходила еще и еще. Сидела рядом с Рокки. Иногда говорила, иногда молчала, иногда просто смотрела, как он дышит. «Я не хочу спасать тебя», – сказала она однажды. «Я хочу быть с тобой честной». Рокки слушал, и этого было достаточно. Когда речь зашла о доме, Ваня долго молчал.
«Он уже раз предан», — сказал он. «Второй раз не переживет». Мила кивнула. «Тогда я не подведу». Переезд был тихим. Рокки долго стоял в прихожей новой квартиры, не решаясь пройти дальше. Нюхал воздух, пол, стены, проверял. Мила не торопила. «У нас тут спокойно», — сказала она, — «мы никуда не спешим». Первую ночь он спал на полу, вторая — ближе к кровати, третья — у ее ног. Каждое утро начиналось одинаково. Он просыпался раньше и ждал. Мила заметила перемены не сразу. Рокки перестал вздрагивать от резких звуков. Начал смотреть в глаза, стал глубже дышать. Однажды она взяла его с собой на работу, просто потому, что некому было оставить. «Он может посидеть рядом?» – спросила она клиентку. Та кивнула, не поднимая глаз. Рокки лег у ее ног. Через 10 минут женщина сказала: «Мне давно не было так тихо». Так началось их общее дело. Рокки не делал ничего особенного. Он не требовал, не лез, не отвлекал. Он был. Люди садились на пол, иногда плакали, иногда молчали, иногда просто дышали рядом с ним, впервые за долгое время позволяя себе не бороться. Он как мост, Баста, мост, сказала однажды Мила Ваня, между тем, что болит, и тем, что еще можно спасти. История разошлась сама, журналисты писали осторожно, блогеры эмоционально. Фото Рокки появилось на стенде приюта, под ним была простая надпись: «Он выжил, чтобы быть рядом». Ваня стоял рядом с Милой и смотрел на это фото. «Забавно», — сказал он тихо. «Я думал, что спас его». Мила улыбнулась. «Мы все иногда ошибаемся, думая, кто кого спасает. Рокки лежал рядом». И мир вокруг него становился немного тише. Про Рокки говорили по-разному. Кто-то называл его псом-терапевтом, кто-то чудом из приюта, кто-то писал длинные посты о том, как животные чувствуют энергию. Сам Рокки об этом не знал. Он знал другое. Утро – это шаги Милы по кухне. День – это люди, которым можно лечь рядом. Вечер – это тишина, в которой больше не больно. Он не ждал аплодисментов, он просто оставался. В приюте повесили его фотографию. Рыжий пес, лежащий на полу. Взгляд спокойный, прямой. Такой взгляд бывает у тех, кто уже видел худшее и выжил. Подпись была простой: «Рокки. Найден с ржавой проволокой на морде. Теперь помогает другим дышать». Ваня остановился перед стендом дольше остальных. Он редко говорил об этом утре, но иногда, возвращаясь после смены, ловил себя на мысли: «Если бы я тогда прошел мимо, меня бы сейчас здесь не было». Не физически, а по-настоящему. Мила больше не торопилась. Раньше ей казалось, что она должна все время помогать, объяснять, вытаскивать. Теперь она знала, иногда достаточно просто быть рядом. История Рокки разошлась дальше, чем кто-либо ожидал, но самое важное происходило не в новостях и не в соцсетях. Самое важное происходило тихо. Рокки не стал символом, потому что его узнали. Он стал символом, потому что остался живым, потому что боль не сделала его жестоким, потому что страх не отнял у него способность быть рядом, потому что однажды кто-то опустился на колени в холодной канаве и сказал: «Я помогу».